Всех приветствуем! Сегодня посмотрим вот такое вот мыло для бритья. Вот такое вот мыло для бритья фирмы Saponificio Bignoli. Так, данная фирма организована в 1945 году. Организовал ее Bignoli Карло. Он долгое время работал на мыловарном заводе в Италии, в Турине, и потом организовал, ну, так сказать, свой бизнес. Изначально он использовал только медную кастрюлю, да, землю, на которой это мыло сохло. Ну, продавал он ее на ярмарках. И, скажем, со временем эта фирма уже превратилась в очень большую структуру, в мировую фирму, потому что мыло продается по всему миру. Так, давайте посмотрим. Значит, коробка у нас, банка, вернее, у нас жестяной верх, пластиковый низ. Значит, смотрим, что у нас написано. Bignoli Company с 1945 года. Это я его в Англии покупал. Значит, название Antica Ricetta — это название данного мыла. Здесь приведен составляющая. И если плохо будет видно, я внизу под описанием ролика опишу данные компоненты. Вот это вот так вот. Значит, именно данное, это у нас не крем, это у нас именно мыло, мягкое мыло. Запах она имеет апельсина с еле таким заметным запахом бергамота. Я помню бергамот в 90-е годы, в середине уже 90-х, даже ближе к концу 90-х. Купил чай, но думал, что он очень долго стоял возле какого-то одеколона. Когда ко мне приехал мой брат и говорит: чай есть? Я говорю: ну, есть. На, только вот такая вот. О, это же бергамот. Это ж это, ну, интеллигенция. Запах очень приятный. То есть это, ну, скажем так, апельсиновый ненавязчивый запах. И еле-еле присущий запах именно бергамота. Значит, само мыло. Почему это мыло? Потому что это у нас вот такая у нас вот структура его. Сейчас, где у нас? Вот такая у нас его структура. Видно, что не крем. Видно, что вот есть, как бы тянется за пальцем. Это я сильно много взял. Брать надо примерно где-то вот так берем. Вот я сейчас использовать будем вот такой вот скатл. И использовать будем вот такой вот помазок. По мазку этому уже пошел 4-й год. Это китайская синтетика. Он у меня упал тут, треснуло, кто-то уронил. Я его заклеил силиконом водонепроницаемым. И дальше пробую, смотрю, насколько же его хватит. Сейчас я возьму, наберу воды, и мы продолжим. Набрал я воды. Покладем мы сюда наше мыло. Надо еще упомянуть, что данное мыло, ну, все мыло, которое делается на этой фирме, по-моему, все имеют жир, имеют тройную очистку.
возьмем наш помазок и намочим его просто в воде. Намочив его просто в воде, начинаем взбивать. Скажу, что данное мыло, хоть я его уже и половину использовал, но очень тяжело подобрать количество воды, которое необходимо использовать. Если вы возьмете ее чуть-чуть больше, пена у вас будет уже воздушная и не такая уж и очень хорошая. Сейчас мы еще чуть-чуть водички обмакнем наш помазок и продолжим дальше взбивание. Можно добавлять буквально по чуть-чуть. Если у вас мало воды, этого ничего страшного. Вы ее всегда можете добавить. Если у вас воды будет много, это уже будет очень плохо. Уже будет пена не такая стойкая и не такая маслянистая. Так, давайте посмотрим, что вот у нас вот здесь взбито. Надо еще чуть-чуть повзбивать ее, чтобы она еще более уплотнилась. Вот, кстати, сейчас, когда мы начинаем уже пену взбивать, когда начали мы ее взбивать, на задний план ушел запах апельсина. И на передний план вышел запах бергамона. Да, прям чай вспомнил. Вот, сейчас мы его повзбивали. Еще раз посмотрим наше мыло. Хотя, если честно, данное мыло мне не очень зашло. Не очень зашло тем, что, во-первых, я никак не могу определиться более-менее точно с количеством воды. В большинстве своем я всегда ее чуть-чуть перебираю. И у него, как по мне, чуть-чуть хуже по скольжению. Это, кстати, у всех натуральных мыл есть такая вот проблемка. Ну и понятно, что когда мы добавляем какие-то компоненты, которые, скажем, не являются натуральными, мы можем добиться более стабильной пены, более стабильного оседания пены. С натуральным этого чуть-чуть не получается. Натуральное, зато есть натуральное, и как бы намного приятнее, наверное, им пользоваться. Хотя многим как бы все равно. Так, значит, скажу, что это мыло, опять же, мне сильно не зашло. Но есть много любителей данного мыла, поэтому мое мнение сугубо индивидуальное. Вот можно даже взять еще чуть-чуть воды добавить, ополосну помазок и еще повзбивать. Сразу же, как только мы начинаем взбивать, сразу появляется еще больше пены. Пена уже, к сожалению, более водянистая, более воздушная и менее такая сливочная. Давайте все-таки уже, раз уже начали взбивать, будем взбивать. Я просто окунаю кончики помазка в воду. И вот, если будем смотреть, здесь я уже вижу воздушные пузырьки. Но, как говорится, на вкус и цвет товарищей нету. Есть много людей, которым нравится что-то одно, есть много людей, которым нравится что-то другое. И иногда они не вместе. Так,
Сейчас мы ее довзбивали больше и получили вот такой вот результат. Но взбивание пены здесь происходит намного, ну, процесс, скажем так, намного более, занимает больше чуть-чуть времени, чем, ну, тот же самый Taylor Bond Street, который взбиваю. Но там, конечно, присутствует химия. Вот сейчас мы как раз его довзбивали. Посмотрим, и больше я вас не буду отвлекать. Вот у нас получилась вот такая вот пена. Она, но опять же, как по мне, очень слабенькое по скольжению. Ну, наверное, все-таки, когда мы что-то используем более натурально, нам надо что-то, ну, чем-то пожертвовать. Вот так. Так, значит, если вам будет интересно что-то узнать еще по этому мылу, хотя что тут еще можно узнать, скажу так: покупайте мыло, пробуйте. Когда я жил в Украине, я, в принципе, все мыла, которые использовал, потом делил, и кто у меня там бритвы затачивал, или кто-то у меня там бритвы покупал, я отправлял какие-то определенные там, ну, скажем, пробники, чтобы человек пробовал, какое мыло, ну, и не тратился, если оно ему не зашло. Сейчас, к сожалению, ребята, я вам отправить не могу, потому что, ну, накладные такие отправки. Так, хорошо, будем с вами прощаться. Спасибо всем, до новых встреч. Ну, пойдем использовать нашу взбитую пену.